Линда и Чарли были родными братом и сестрой, и они были связаны, как немногие другие в их возрасте. Когда многие ссорились и находились в постоянном конфликте, они были безусловными друзьями. Линде было 7 лет, а Чарли 5, и во всем мире не было никого, кого они любили бы больше, чем друг друга. Линда, будучи старшей, была также ориентиром для своего младшего брата. И дело в том, что их родители всю жизнь были такими беззаботными, что девочка многое узнала о жизни, как в одиночестве, так и в школе, где у нее был учитель, который всегда был готов ответить на все ее вопросы. Она также передала все свои знания своему младшему брату, и они вместе прошли через всю жизнь, не испытывая большей поддержки, чем та, которую они оказывали друг другу. Но они все еще были детьми, которые нуждались в своих родителях. Все стало еще хуже, когда Чарли заболел. Каждый день он жаловался, что у него болит живот, но поскольку это совпало с началом учебы мальчика в школе, его родители были убеждены, что он просто пытается избежать посещения школы. И поэтому они даже пришли в ярость, когда мальчик сказал им об этом. Его желудок не переставал болеть, и когда он ел, его постоянно подташнивало. Прошло 6 месяцев, а Чарли все еще болел, и, не получая должного внимания, ему стало еще хуже, когда по ночам у него началась рвота. Линда сказала родителям, что ее младшего брата тошнит от еды, но они подумали, что у него просто несварение желудка, и на следующий день все будет в порядке. Тогда Линда решила, что она единственная, кто может позаботиться о брате, потому что только она заботилась о нем и не оставляла Чарли одного дома. Постепенно сопровождать его во время рвоты и держать на руках, пока его не вырвет, вошло в привычку, и это случалось все чаще и чаще, пока не стало ежедневной рутиной. Мальчик худел, был все время бледным и слабым, и в его школе это заметили. Но когда учитель спросил родителей Чарли, не болеет ли мальчик, они категорически отрицали наличие у него какой-либо болезни и оправдывались тем, что у него просто был плохой аппетит. По их словам, это было вполне нормальным в его возрасте, потому что они тоже прошли через это. И скоро Чарли начнет нормально питаться, и его внешний вид улучшится. Тем временем Чарли становилось все труднее и труднее проглатывать пищу, а также его концентрация и силы постепенно терялись. На уроках он был не в состоянии уделять внимание учебе и не выходил играть, как все остальные дети, он предпочитал сидеть на солнышке. Много раз он засыпал в школе, и хотя это видели много людей, только Линда могла понять, что он болен, и ей оставалось только надеяться, что скоро кто-нибудь обратит на него внимание. Однажды ночью мать зашла в ванную и застала сцену, которую, как она думала, никогда не увидит. Линда помогала своему младшему брату держаться на ногах, пока его рвало кровавой рвотой. Когда мальчик закончил и посмотрел на нее, мать поняла, что она долгое время была слепа, и начала кричать в полном шоке. Ее сын был болен, она не знала чем, но он болел уже некоторое время, и это было очевидно. Дети говорили родителям, но те не обращали внимания. Линда и Чарли были так молоды, что не представляли, насколько серьезно для бедного ребенка может быть такая рвота и ужасные боли в животе, которые он терпит без какого-либо лечения, и не знали, что на самом деле это не их вина, а вина безответственных родителей, которые не обращали на это внимания. Все, чего хотела Линда, это помочь своему брату почувствовать себя лучше. И по этой причине мальчик обожал ее, потому что сестра была его самой большой поддержкой и единственным человеком, который постоянно заботился о нем. Его родители не знали, что такое забота и любовь. Мальчик сотни раз говорил им, что у него болит живот, но они никогда не обращали на него внимания, полагая, что это какая-то детская стратегия избегать употребления его пищи и что на самом деле с ним никогда не было ничего плохого. Дело в том, что есть родители, для которых это звание слишком велико. Это родители, которые пренебрегают своими детьми, полагая, что их работа сводится к тому, чтобы обеспечить их крышей над головой и едой, в то время как это гораздо больше. И если родители не желают присутствовать при каждом шаге своего ребенка, нужно что-то сделать, чтобы поставить их на место. И это было именно то, в чем нуждались родители Чарли. Им нужен был сигнал тревоги, который врачи дали им в ту трудную ночь. Потому что Чарли был так слаб, что его маленькое тело, казалось, больше не могло сопротивляться. И теперь он находился в отделении неотложной помощи. И хотя врачи не сразу поняли, что происходит с ребенком, им потребовалось провести несколько анализов. И когда диагноз наконец был поставлен, все врачи и медсестры были потрясены.
У ребенка был рак в терминальной стадии. Рак, от которого Чарли мог бы избавиться давным-давно, если бы родители обратили внимание на то, что им говорили дети. Мать Чарли все еще не отошла от шока, а отец чувствовал себя самым несчастным человеком в мире. Как это было возможно, что его сын был на грани смерти, когда ребенок с самого начала умолял родителей обратить на него внимание? Как они могли это игнорировать? Родители не могли поверить ни в собственную лень, ни в то, как подло они себя вели, и слова, которые им произносили в больнице, заставляли их чувствовать себя еще хуже, но это было вполне заслуженно. Все время, пока Чарли находился в больнице, их постоянно упрекали все медицинские работники, некоторые медсестры даже не могли с ними больше разговаривать. Все внимание было сосредоточено на Чарли и его спасении любой ценой. Но через пару недель врачи поняли, что было слишком поздно. Спасти маленького мальчика было невозможно, и несмотря на слезы и отчаяние, единственным утешением для его сестры было то, что последние слова Чарли были обращены к ней. В них он благодарил ее и просил быть счастливой, потому что он будет наблюдать за ней с небес, понимая, что он умирает. Родители Чарли никогда не могли смириться с мыслью, что их сын погиб из-за них, и пытались любой ценой отплатить за все чрезмерным вниманием к Линде. Но Линда уже научилась этому — постоять за себя. И хотя она выросла и научилась прощать своих родителей, отношения между ними так и не смогли полностью восстановиться. Воспоминания о Чарли все еще причиняли боль, но они также вдохновляли ее каждый день, и, повзрослев, Линда нашла способ достичь цели, которую поставила перед собой с тех пор, как попрощалась со своим младшим братом. Линда основала больницу для лечения онкологбольных детей, и она не останавливалась на секунду, пока она не сделала это. Линда стала знаменосцем борьбы с детским раком в своей стране. И до последних своих дней она помогала детям, потому что ее брат даже спустя столько лет не переставал вдохновлять ее. Дорогие зрители, а вы бы простили родителей на месте Линды? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.